Всем привет! Сегодня хочу построить пекарню, такую, как я хочу построить в челлендже пекарню. То есть я приблизительно начала прикидывать, какую бы пекарню я хотела построить в том челлендже, который я прохожу еще не так давно. Там вообще еще ничего не предвещает расширение. Но я все-таки, себе на будущее закладываю, как бы мне хотелось, чтобы она выглядела, что там будет, чего не будет. И я строю на том самом участке, где я прохожу челлендж, поэтому, чтобы было более правдоподобненько. И, в общем, прикидываю, как, что, где, когда и почему, сколько это будет стоить. Конечно, стоит сумасшедших денег. Но я прям такую щедренько отмерила на эту пекарню, потому что я все думала, не хватит места, мне же там должна быть еще как ее называют, для растений. Я все время забыла, как она называется, не оранжерея, а теплица, для растений на первом этаже обязательно, чтобы земля была. И на первом же этаже я все-таки хотела разместить саму пекарню, а на втором этаже уже жилую зону сделать. Тем более, что я хочу, чтобы мой пекарь Патрик вышел замуж, в смысле женился, и чтобы у него была семья, поэтому там нужно несколько комнат и достаточно большое пространство. В общем, планы ураганы. Пока ничего не предвещает этого всего, но я уже построила пекарню, и мне, в принципе, понравилось. Я увидела, какие минусы, например, то, что это, я так понимаю, после последнего обновления появился этот чудеснейший баг, когда в комнате с фундаментом ты удаляешь пол, и почему-то удаляется все к чертям. Я долго мучилась с этим багом, но раньше такого не было. Я даже посмотрела старые постройки, которые у меня есть на видео, что не было такого, я уже так делала. Все было нормально. Почему это появилось? Это просто какой-то кошмар и ужас, и я надеюсь, они скоро это исправят, потому что, как-то некрасиво. Мне пришлось все опустить, впоследствии я избавлюсь вообще от фундамента, но это вообще не прикольно, честно признаться. То есть я понимаю, что это не так симпатично. В общем, с фундаментом было бы все интереснее. А так, я опустила, да ладно, из серии. Но скажите, у вас тоже такое есть, этот баг чудесненький, когда ты удаляешь, и на месте фундамента там раньше там просто был край фундамента, и все. Сейчас же появляется какая-то провал в космос. Я не знаю, как это по-другому назвать. Уже какой-то страх и ужас. В общем, мне это категорически не понравилось. Надеюсь, оно исправится. И я, если честно, отчасти еще строила эту пекарню, чтобы просто разместиться, посмотреть, как все размещается или нет. То есть как что, какую комнату строить, где. Вот здесь, например, я, конечно, немножечко неправильно поступила в том плане, что всего один туалет. Два я вместила. Не знаю, функционально нет, но мне кажется, конечно, функционально, но все равно всего 2 туалета, на такой большой. Хотя, в принципе, нормально. Сейчас они с одним у меня с кустиком. Нормально. У них все окей. И с кустиком, но надо, конечно, нормальный туалет сделать. Я, кстати, подумываю о том, чтобы купить внешний туалет, знаете, такой, как домик отдельный. Мне кажется, это более выгодно, что ли, получается, потому что не надо строить. Конечно, дороже обычного туалета, но дешевле, если строить стены. Потому что стены — это одно из самых дорогих вообще в доме, что можно вообще придумать, потому что один сегмент 60 или 70 миллионов, что-то такое стоит. То есть в доме обычно самое дорогое — это стены. А туалет, он отдельно стоящий, ты просто покупаешь туалет и все, по сути. И у тебя все посетители туда ходят, и нормально. Так что посмотрим вообще, как это все будет происходить. Я, кстати, очень горда собой, что я сделала над главным входом вот эту сложенную крышу. Я даже сильно долго с ней морочилась. И мне показалось, что кто-то мне об этом рассказывал, где-то я на каком-то стриме это видела. Потом, в общем, я подумала, что это я сама догадалась. Будем считать, что это я сама догадалась, как сделать такую крышу. Мне она очень понравилась. Все совпало. Наконец-то нету никаких странных выгибов. Все тютелька в тютельку попало. В общем, я была очень горда собой относительно этой крыши. Надеюсь, вы тоже мной гордитесь. Что такое?
так получилось. Вот. Еще получился, на самом деле, второй вход, типа, но я его не планировала. Я планировала, что это будет отдельное помещение с камином. Ну, не помещение, а как раз-таки, типа, летнюю веранду с камином, где можно погреться и поесть всякую всячину. Но в итоге получилось то, что получилось. Я не знаю, как оно. Мне не сильно понравилось. Конечно, идея второго входа, она хороша, потому что удобно посетителям и туда входить. Но я сделала этот второй вход со стороны реки. Как бы надо было бы его в противоположной стороне сделать, откуда люди могут приходить. А я почему-то сделала его в ту сторону, где никто, собственно говоря, и не ходит. То есть, я не знаю, в общем, нелогично получилось. Но я для этого и строила, чтобы просчитать вот такие моменты, посмотреть вообще, как, что лучше, куда лучше, зачем лучше и так далее. Поэтому это такой тестовый вариант пекарни. Но в целом она получилась очень даже миленькая, мне кажется, жизнеспособная. Да, есть определенные минусы, но в целом оно выглядит очень даже ничего. С вторым этажом я сильно не заморачивалась, я все-таки делала больше упор на нижний этаж, то есть чтобы обустроить саму по себе пекарню. И я очень хочу для своей пекарни, которую я сейчас прохожу, купить открытый этот холодильник. Мне кажется, что будет больше зарабатываться, а там кто его знает. Ну, там место нужно увеличить, на самом деле. Там в моей пекарне, да вот этой пекарне еще гребсти, продавать и продавать, потому что, с этими заработками. Но, на самом деле, я там немножко пожила без вас, судя по последней серии, там, где я остановилась, я еще немножко пожила, подкачала его пекарские возможности, потому что что-то как-то он после пятерки никак не развивался. И поняла, что надо, его срочненько женить, потому что времени осталось не так уж много. Но в том плане, что у него обычный цикл жизни. То есть я сначала хотела сделать увеличенный цикл жизни, а потом подумала, что это, наверное, было бы прикольно в том плане, что вот у нас пекарь, он женился, он там родил ребенка, не знаю, мальчик, девочка, кто у них будет, и он будет продолжать эту династию. Можно как раз-таки дойти до вот такой красивой большой пекарни, потому что за один цикл жизни, мне кажется, вряд ли. Даже если он до самой-самой старости будет заниматься этой своей пекарней, то вряд ли такую вот большую красивую он построит. Поэтому может вообще начать династию пекарей, я не знаю. Вот. Но сначала нам нужно, женить нашего основного пекаря. И у нас, кстати, судя по последней серии, он достаточно популярный холостяк. У него прямо на разрыв идет между несколькими барышнями. Вот между ними нужно выбрать. Я думаю, что я все-таки выберу рыженькую барышню. Она такая симпатичненькая. У них получатся красивенькие детки. Я, кстати, сделала всего одну детскую. Мне кажется, хватит одного ребенка. Потому что его участь, к сожалению, будет предрешена. Он у нас тоже будет пекарем, этот ребенок. С двумя мне будет сложновато обращаться. И он, скорее всего, этот ребенок не пойдет у нас в колледж. Он будет с самого детства помогать бате в пекарне. Он будет развивать свои кулинарные способности. Вот. В общем, да, я уже расписала жизнь маленького Сима. Но вот так вот. Ну, мне кажется, это будет интересная затея. Прям такая династия пекарей. Мне кажется, в этом что-то есть. И, кстати, по поводу жены, я еще думала о том, что, в классических правилах, конечно, написано, что нельзя так поступать, нельзя подселять, нельзя то, нельзя это, нельзя там по-другому никак зарабатывать деньги. Но наша же пекарня не по правилам, и, в принципе, нас никто по голове не ударит, если мы нарушим правила пекарни, поэтому я считаю, что вполне себе можно ему жениться, завести детей. Единственное, что по поводу денег, нельзя, не то, что нельзя, но как-то будет неинтересно, если его жена вообще никогда не будет работать. Мне кажется, как-то, такое себе. То есть, получается, она вроде как не может ему в пекарне помогать и работать не может, а чем она будет, собственно говоря, заниматься? Да, у них будет ребенок, она его воспитает до тоддлера, он вырастет до школьника, и все, И чем дальше она будет заниматься? Я думаю, что можно ее вполне спокойно отпустить
отправить на какую-нибудь не сильно супер крутую оплачиваемую работу, как-то так немножко поскромнее. Там, по-моему, есть какие-то такие карьеры, типа бармена, еще что-то такое. Ну, как бы для разнообразия можно. И плюс все деньги, которые она заработает, на пекарню нельзя будет тратить, а вот на обустройство их дома, я думаю, что вполне себе можно. Потому что сейчас, конечно, если он приведет свою жену в эту каморку, которая у него сейчас для одного, я думаю, что она не обрадуется, мягко говоря, потому что там даже двум людям невозможно развернуться. Потому что, во-первых, нужно куда-то выдвинуть двухспальную кровать, ну вот то, что у него вместо двухспальной кровати. Надо будет это все как-то переместить. Плюс туалет, душ у него вообще не в отдельной комнате, поэтому если они будут вдвоем, то кто-то из них, ну, если кто-то из них захочет сходить в туалет, то, ну, будут проблемки. Так что для того, чтобы ему жениться, надо как-то немножко подзаработать денег, расширить его дом. Но я думаю, что как раз-таки это будет происходить после того, как они распишутся, поженятся, и она же принесет какие-нибудь денежки, жена его. Вот мы не откажемся от этих денежек и пустим на расширение именно домовой части, жилой части нашей пекарни. А все, что вот будет зарабатывать он на выпечке, будет тогда уже на пекарню направлено, потому что там тоже, конечно, нужно все расширять, разваливать. Что-то там у нас совсем там печальненько. Но, кстати, я говорила о том, что очень долго будем 1008 миллионов зарабатывать. Ну, за 4 дня там что-то нашкребли 900 с чем-то. Ну, да, долговато. Надо, на самом деле, за счет того, что я прожила без записи несколько дней, можно опять повышать цены. И как раз мы купим получше плиту, чтобы наши эти все выпечки были получшего качества, чтобы это все было оправдано, все эти цены, потому что если выпечка будет не очень, то как-то неприлично такое. Так дорого брать за не очень хорошую выпечку. Так что я очень жду уже следующей серии пекарни, надеюсь, вы тоже. Посмотрим, что будет. Я думаю, что можно наконец-то ему устроить выходной, потому что у него не было выходных, и вот как раз-таки на выходных займемся его личной жизнью. Посмотрим, кто все-таки станет его супругой, как это все будет развиваться, потому что пекарни, конечно, но семейную жизнь отменять не стоит, я так считаю. Так что приятного просмотра дальнейшего. Подписывайтесь, ставьте лайки и заглядывайте в нашу пекарню.